Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на зиму 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Будем планировать январь, февраль и март. 21 марта у нас включается астрономическая весна. Вот до этого периода я буду рассказывать. Конечно же, буду забегать вперед. Но кому нужно более раскрытая картина, что же будет происходить в 2026 году, уже есть гороскоп для льва на 2026 год. Поэтому в конце этого ролика я прикреплю. Если вы еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение, спланируйте свой год для того, чтобы было максимально понятно, что же там будет происходить. И да, это гороскоп по декадам, поэтому гороскоп для львов первой, второй и третьей декады будет отличаться. Не потому, что я кого-то больше люблю, нет, просто потому, что длина аспектов сейчас вот такая, и от меня это не зависит, я лишь вам рассказываю, что сейчас выдает мне астропроцессор. И да, гороскоп по декадам, и если вы смотрите по Солнцу, то львы первой декады– это все те, кто родился в июле. Львы второй декады, кто родился с 1 по 10 августа. Львы третьей декады, кто родился с 11 августа и до знака зодиака Девы. Сейчас будете меня спрашивать, до какого именно числа, потому что каждый год в разный день Солнце меняет знак и переходит в знак Деву. От меня это не зависит, меня не спрашивают. Поэтому для того, чтобы узнать, Дева вы или еще Лев, пишите в комментариях свою дату, время и место рождения, для того, чтобы я посмотрела, кто вы. Ну, с пометкой, конечно же, для чего вы оставляете свой комментарий. И если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Льва делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, то это первая декада. Если с 11 по 20 это вторая декада. И если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Львов по асценденту. Ну что, дорогие, готовы? Поехали. У нас 2026 год начинается бодро. У нас сразу 3 января полнолуние. Полнолуние в раке. Естественно, Солнце в оппозиции с Луной, два ваших управителя. В полнолуние это вообще нормальная история. Но при всем при этом кармические узлы находятся в благоприятных аспектах. То есть львы не смогут пропустить это полнолуние, неважно какой вы декады. То есть здесь вопрос будет такого внутреннего своего мира, ощущения, чего же я хочу. Карьеры, личной жизни, работы, статуса, положения в обществе, высокую должность, либо же я хочу быть человеком семейным, либо же я хочу семью, обнимашки, дети и тому подобное. И здесь такой вопрос самим нужно решить, чего же вам хочется, потому что Солнце будет в Козероге в этот день, Луна будет в Раке, и это две абсолютно полярные вещи, но нужно таки понимать, что вопрос он будет не просто так, потому что забегались, долго не обращали внимания на себя, на свою жизнь, и как-то вот оно упустило. Череда проблем и вопросиков, особенно у львов первой и третьей декады, то есть вот такое большое мощное ускорение жизни. И здесь, естественно, может все что угодно происходить, да, поэтому вот такие вопросы в этом полнолуние, конечно же, будут. Естественно, у нас и к Солнцу, и к Луне в соединению, к Солнцу в оппозиции будет Юпитер, который ретроградно идет по раку. И здесь история вопросика всегда в реализации. Чего же я достигла в жизни, в семье, в работе, чего же мне хочется. Кому-то захочется расширить жилплощадь, кому-то вообще захочется семью, жениться, замуж, детей. И это нормальная такая история. В такие моменты главное всегда себя отслеживать и понимать, чего же на самом-то деле хочется. Потому что мы очень часто движемся в череде каких-то событий, жизни, обязанностей, потребностей, да, и мы не обращаем внимания на свою душу. Чего же нам-то хочется? Нам хочется быть любимыми, быть счастливыми, потому что следующее из громких полнолуний у нас будет в начале февраля, и оно будет полнолуние во Льве, дорогие. И там-то уж, конечно, уже должны быть приняты решения. Это я так коротенько забегаю вперед, да. Что сказать еще про начало января?
А если вы смотрели мой зимний гороскоп, то есть осенний, то вы знаете, что 20 декабря Лилит поменяла знак и перешла в знак Стрельца. А значит, будет делать в ближайшие 3 месяца, это январь, февраль и первая половина марта, аспект Солнцу Львов первой декады. Плюсом здесь еще и Плутон из Водолея делает оппозицию с Солнцем Львам первой декады, и эта история тоже никуда не уходит, она вообще непростая для Львов первой декады. Это силы Плутона, которые заставляют, не просто разрушают старое и изжившее, заставляют трансформироваться, расти в финансах, расти в отношениях, в своем характере, проявлять свое «я». Понимаете, да? То есть эта история очень сильно складывается, конечно же, у львов первой декады, как раз-таки в это полнолуние будет опять-таки актуально. У львов третьей декады здесь работает, конечно же, дорогие, через Уран. Уран до 26 апреля 2026 года будет находиться в третьей декаде Тельца. И здесь, конечно же, обнуление жизни, изменения, резкие изменения. У кого-то работа посыпется резко, у кого-то финансы резко пойдут вниз, у кого-то отношения. И здесь могу сказать лишь, кроме как держитесь, наводите контакты, решайте вопросы, не оставляйте их на потом, потому что, забегая вперед, скажу, что февраль-то у нас, ох, какой будет серьезный, да, он будет несерьезный, он будет эмоциональный, очень, я бы так сказала, да, серьезностью там не очень-то будет пахнуть, да, нам не захочется эту серьезность увидеть, но тем не менее, не могу про это сказать. Январь на самом-то деле и начнется с таких приятных осознаний. Что касается львов второй декады, дорогие, я не могу сказать, что у вас какие-то прям очень сложные события, переживания. Будут такие вот точечные моменты в полнолуние, в новолуние, когда захочется обратить свою жизнь, да. Конечно, это общий гороскоп. Понимайте, что если вы напишите мне свои данные, дату, время, место рождения, ваш вопрос, я посмотрю, что у вас там происходит, потому что у меня здесь не очень много аспектов для Солнца Львов второй декады, да, даже если у вас асцендент во Льве второй декады. То есть аспектов прямых нет. На зиму, опять же, только косвенные через ваших управителей. Но опять же хочу сказать, что Солнце, да, ваш управитель, будет очень мощные аспекты собирать в январе так уж сильно, поэтому здесь, конечно же, движение вперед, потому что уже даже на момент этого полнолуния Солнце в соединении с Марсом, с Венерой, это вопрос своих действий, это вопрос своих достижений, это вопрос своих финансов, это вопрос любовных отношений, которые зрели давно, львы второй декады. Поэтому здесь постарайтесь эти вопросы не убирать в дальний ящик. Подумайте, что же вам хочется, двигайтесь вперед, раскрывайте свои отношения с финансами, любовные отношения в работе. Потому что здесь захочется, конечно же, Солнце еще в оппозиции с Юпитером, да, и здесь момент того, это я сейчас львам всех декад говорю, потому что у вас это тоже работает история, потому что Солнце-то у всех львов управитель. То есть здесь такая будет внутренняя претензия в начале января, что у наша жизнь не состоит из того, чего нам хочется. Да? И это и есть основной ключик к этому январю. Нужно включаться на максимум, решать вопросы, которые есть, и идти вперед, раскрывая свое будущее, убирая все вот эти страхи, волнения, паники. У львов первой декады так 100% вообще, потому что здесь через Лилит работает еще и оппозиция Урана, когда вы максимально боитесь. И у третьей декады львов точно так же. Страх и панику убираете, или вы первые и третьей декады, что у вас не получится, что вы недостойны, достойны. Понимаете, у львов второй декады январь начнется попроще. Это если честно. Идем дальше. У нас начинается активный январь, я его так называю, да, потому что очень много мультитранзитов у нас складывается там с 8, 9, 10, 11, 12, потому что у нас собираются вместе еще Меркурий, он подбирается к Марсу, к Солнцу, к Венере. Все это добро в Козероге, естественно. Все это добро в оппозиционном аспекте к Юпитеру, то есть это чувство внутренней несостоятельности, недовольства, напряжения. У людей осознанных, кто
понимают, что так, где-то проблемы стали ко мне приходить, они включаются, и они, наоборот, с этим разбираются. Те люди, которые не могут с противоречиями работать, кому сложно, тогда здесь вопросы, конечно же, будут другим людям, противоречия, ссоры, скандалы. У кого-то может дойти даже до юридических разбирательств. Поэтому здесь, дорогие мои львы, постарайтесь не уходить в решение сложных юридических вопросов. Я не могу вот так голословно сказать, что у вас получится легко выиграть суд. По крайней мере, мне нужны ваши указания, то есть в ваших натальных транзитных картах, потому что, может, кто-то вообще родился с натальной картой такой, что в суде никогда ничего не докажет, а кто-то родился с гармоничной натальной картой, с гармоничным Юпитером, значит, даже и доказывать ничего не нужно, жизнь сама расставит все по местам, и все будет нормально. Ну, с течением времени, да, такое тоже есть. Но опять же, для того, чтобы сказать львам в этом январе влазить в какие-то юридические споры, скандалы, мне нужны еще указания, то есть смотреть вашу транзитную карту персонально, потому что, может быть, я здесь голословно скажу, что у вас получится, да, но там на домарной сетке влияют другие планеты, которые, наоборот, забирают больше денег, тогда, конечно же, исход будет другой. Понимаете, я о чем говорю, да? Поэтому вот такая история. Но суть этого января, когда внутри будет противоречие и желание жить лучше. Все, что связано с Юпитером, это повышение карьерного социального роста, достижение цели, построение себя как личности, а, повышение знаний, компетенций, навыков в своей работе. Очень хорошая история для этого в январе, потому что если мы с этим работаем, мы напряженный аспект как раз-таки нивелируем. И да, Юпитер в раке – это еще история, когда мы решаем свои вопросы путем расширения своей семьи, недвижимость своей семьи, решаем свои вопросы путем приобретения недвижимости. Тоже очень хорошая история. Кому-то захочется замуж жениться, потому что здесь и Юпитер в аспекте-то у нас, если эта история длится у вас с конца 2025 года, тоже хорошая история, потому что на конец 2025 года Юпитер с Сатурном были в очень гармоничном аспекте. Поэтому вот такая здесь история. Это и на финансы история хорошая, и эта история очень хорошая для брачных, любовных отношений, для нового статуса, для новой должности, новой карьеры в том числе, либо повышения в этой же должности. Новую должность могу сказать, что жизнь может очень сильно рушиться у львов третьей декады. Вот здесь у вас, скорее всего, будет новая должность. У львов первой и второй декады нет, скорее нет. У львов второй декады нет, у львов первой декады. Ну, Плутон, если разрушает, то тогда все равно вы будете подниматься. Здесь, опять же, здесь нужно трансформировать свои силы, эмоции, мощь, раскрывать свой творческий потенциал львам первой декады для того, чтобы у вас было все очень хорошо. Творческий, любовный потенциал, потому что если, например, Плутон бьет Солнце львов первой декады, и, например, у вас асцендент во льве в первой декады, тогда у вас, скорее всего, Плутон в седьмом доме. В седьмом доме, да, либо подходит к седьмому дому, а это всегда история либо разрушения отношений, брака, либо трансформации в этом браке. Не обязательно, не обязательно это разрушение брака. То есть это может быть разрушение прошлой модели отношений в браке, когда люди трансформируются в отношениях, и такое тоже бывает, когда люди реально понимают, что они гораздо больше, например, чем просто гулять, встречаться, и им не хочется с другими людьми вот как-то заводить новые романы, отношения, а хочется, чтобы вот здесь было все по-другому, по-взрослому. Тогда, да, эта история очень классная. Если у вас просто Солнце во Льве, не асцендент в первой декаде, тогда эта история очень сильная, трансформационная. Трансформируйте свои качества, становитесь сильным львом, и у вас тогда все будет очень классно, профессионально, на том энергетическом уровне, которым вы хотите, на том финансовом, естественно, уровне. Невозможно быть слабым человеком и зарабатывать большие деньги. Закон природы. Невозможно. Невозможно иметь сильный характер
и не зарабатывать деньги. То есть если вы прекрасно знаете, что вы человек с характером, лев первой декады, тогда понимаете, почему у вас нет больших денег. Значит, вы что-то делаете не то. Понимаете, я о чем говорю? Вот такая история. Середина января будет очень яркой, сильной. Мы будем плавно двигаться к 18 январю. Могу сказать, что и 17 января будет у нас вот такой очень мощный день. День перед новолунием, перед новым лунным циклом. Но уже на самом-то деле с числа 15 у нас на небе сложатся все аспекты вместе. Меркурий, Луна, Солнце, Марс, Венера, Плутон – все это добро в соединении. Только Плутон у нас будет на момент новолуния в Водолее, все остальное будет в Козероге. Поэтому здесь, дорогие львы, и первой, и второй декады очень сильно захочется стабильности, очень сильно захочется мощной жизни. 18 января у нас начало нового лунного цикла. И если 17 января у вас будут такие же мысли, это абсолютно нормально, это абсолютно закономерно. В январе начну заново выпускать недельные гороскопы, в декабре на них уже не было времени, поэтому там больше по тенденциям расскажу, как оно все будет происходить. Но с 17-18 января начинается такая мощная история этой зимы. И здесь, конечно же, дорогие львы, и первой, и второй, и третьей декады нужно прямо-таки очень мощно, четко и честно определиться себе, чего же вы хотите от своей жизни. Вот чего же вы хотите. Вот прям так по-взрослому, для того, чтобы как раз-таки завершить все прошлые процессы. Прошлые процессы, да, потому что название у этого видео «Финал», да. Почему? Потому что у нас как раз-таки в январе и в феврале завершаются все прошлые процессы. И если январь еще будет таким месяцем очень таким мощным, очень сильным, с большим выплеском энергии и возможностями, когда можно прям очень сильно скомпенсировать негатив февраля, то в феврале уже просто нужно будет идти по приборам, то есть нужно будет просто делать. И в марте то же самое. Понимаете, я о чем говорю, да? То есть в феврале завершаются все вот эти плюшки и возможности, про которые я говорила ранее. Если вы меня сейчас спросите, а что, какие события-то у нас в январе? Вот у нас вот большие вот эти вот скопления планет, да, и вот это вот большое скопление в Козероге в очень гармоничном аспекте к Сатурну, к Нептуну, к Урану, к тому же, да, понимаете, да, вот в этой большой группировке Плутон и еще гармоничный аспект Лилит. Как это все влияет на львов первой декады? На львов первой декады эта история влияет. Эта история влияет через Лилит. То есть из чувства страха, паники через Лилит и через Плутона, да. То есть это плюс-минус одна и та же история, да. Через чувство паники, страха человек может начать действовать, делать очень много, завершать большие сделки, брать большие проекты, ввязываться в большой бизнес. И это очень хорошая история, когда наконец-то вы пришли к тому, к чему можно было прийти еще и год назад. Да, ну вот там вот вы были не готовы, а сейчас вы понимаете, что вот если я сейчас этого не сделаю, вот все. И это абсолютно нормальная история. Когда вы готовы там, к большим покупкам, например, приобретению недвижимости, или вы первой декады. И эта история у вас будет очень хорошую историю иметь, потому что в середине февраля Сатурн меняет знак, переходит в знак Овна и будет делать потрясающий гармоничный аспект с Солнцем Львам первой декады до мая 2026 года. То есть, понимаете, не так уж и много. То есть середина, половина февраля, март и апрель. И все, у вас окно на выбор и приобретение недвижимости. Понимаете, о чем я говорю? То есть получение более высокой, яркой, активной, интересной должности у вас будет получаться очень хорошо, да? То есть развитие ваших компетенций, потрясающая абсолютно история. Брать на себя ответственность в своей жизни, очень хорошая история. Поэтому здесь, конечно же, мои дорогие львы первой декады, хочу сказать вам, дерзайте, дерзайте еще в этом январе. А что касается у львов второй декады, ну у вас тут большой, на самом-то деле, большой веер возможностей, в том числе, да, собрать всю свою силу воли, и точно так же вся эта история будет работать и на приобретение недвижимости, и на желание стать большим человеком, приобретение новой должности, либо же рост в этой должности. Это тоже будет очень хорошая история, движение вперед к новому, и это то, к чему вы должны были прийти, да, еще и без моего гороскопа, как минимум должны были это прочувствовать. Но львы – это тот знак зодиака, который в новолуние и в полнолуние максимально
чувствительным, потому что Солнце и Луна собирают вокруг себя множество аспектов, как правило. А здесь, конечно же, 18 января будет просто невероятное какое-то количество аспектов. У львов третьей декады у нас в январь, конечно же, в новолуние начинается очень ярко, и несмотря на то, что будут здесь разрушения, идут от Урана, но Уран-то сам в гармоничном, мега просто гармоничном треугольнике, да, можно его так назвать, в астрологическом. То есть это называется бисекстиль. И очень много вот этих бисекстилей, астрологическая конфигурация, которая львов третьей декады как раз-таки толкает через Уран, через обновление, изменение своей жизни. И здесь нужно, конечно же, стартовать. Не скажу, что нужно делать какие-то импульсивные покупки, нет. Не скажу, что нужно куда-то там бежать, выходить из отношений. Наоборот, стабильность – это история, которую нужно поддерживать в вашей жизни. Реально зрело и здраво смотреть на свою жизнь, тогда будет получаться хорошо. Вот такая история. И мы плавно движемся в конец января. У нас 26 января меняет знак Нептун. Он выходит из знака Рыбы в знак Овна. Как это будет влиять на львов? Это будет влиять на львов первой декады в ближайшие 5 лет. 5 лет. Вот такая история. Нептун, когда выходит из рыб в Овна, это история, когда эмоции наши становятся ярче, наше мнение становится очень ярким, нам хочется делать больше, нам хочется говорить больше, чувствовать больше. Если по аспектам, то это история благоприятных, гармоничных событий в семье, это любовные встречи, свидания, отношения, которые могут перерасти в брак. Почему я это говорю? Потому что Сатурн, когда поменяет знак, эта история будет еще и юридически оформлена. Вот такая вот история у львов первой декады, поэтому у вас, дорогие, в конце января начинается такой реально новый этап в вашей жизни, когда вам будет казаться, для чего мы трансформировались, для чего зашел к нам Плутон, вот здесь подошел Нептун. На львов второй и третьей декады не будет влиять Нептун, потому что он больше 10 лет будет находиться, 15 или 16, по-моему, вот такой период, он же еще последний год туда-обратно из знака прыгает, поэтому здесь вот такая история, просто-таки понимаете, сколько будет времени длиться этот аспект. И да, у львов второй декады хорошая история, командировки, учеба, любовные отношения, свидания, гуляния. Времяпрепровождение такое очень классное, очень потрясающее. Здесь нужно как можно больше делать в работе, в финансах, в достижениях, будет хорошо. У львов третьей декады здесь история через Уран будет работать тоже вот такая очень яркая, интересная. Поэтому если из вашей жизни кто-то уходит, скажите ему спасибо, всего хорошего и прекрасно, либо же ей. То есть вот такая история, если у вас меняется работа, это финальная петля Урана, потому что он уже 4 февраля выходит из ретроградного движения, 26 апреля выйдет из знака Тельца, перестанет влиять на львов третьей декады. Вот такая история, дорогие. И у нас февраль. Февраль 2026 года будет нестабильный. Вот такое слово я могу лишь сказать. И у нас 1-2 февраля, все в зависимости от того, в какой части планеты вы живете, находитесь, у нас полнолуние. Полнолуние во Льве. Яркое, дерзкое, интересное, мощное и даже немножко агрессивное. Потому что здесь Солнце с Луной в оппозиции, но при всем при этом здесь еще Солнце в соединении с Марсом и с Плутоном. Широкий аспект с Плутоном, но дает все-таки ту самую мощь. Плюсом еще немножечко дотягивается до Венеры и Меркурия. Поэтому здесь захочется львам максимально себя проявить. Львам первой, второй и третьей декады. Вот как-то момент гордости, момент моего я, самооценки. Захочется вот здесь себя приподнять, себя оценить на самом-то деле и сказать, какой я классный, какая я классная. И я могу сказать, что это очень хорошая история. Очень хорошая история, потому что здесь даже на момент того самого полнолуния оно в гармоничных аспектах к Лилит. И здесь даже для того, чтобы страхи вот ваши как-то вышли на поверхность, нужно вот почувствовать себя, свою зрелость, свою взрослость, свою я, свой характер. Здесь главное не перегните, потому что энергии много, а направить
себя на развитие своих лучших качеств и как-то поработать с негативными, тоже будет очень хорошая история, да. Негативный немножечко скорректировать и упор, конечно, на свои лучшие качества характера. Это очень потрясающая история. Будет классное полнолуние на самом деле для львов, но смотрите, чтобы оно не было разрушающим, потому что когда мы часто вспоминаем о себе, иногда бывает так, что рядом находятся люди, которые очень долго скрывали, что им это не нравится. То есть и вот такая вот история. Посмотрите, пожалуйста, внимание на свое окружение, что будет происходить. А так хорошее время для своей реализации, для включения в себя, в свою жизнь. Но опять же, февраль у нас будет не без штормов, да, и вот такой месяц 4 февраля у нас выходит из ретроградного движения Уран, начинает двигаться в сторону близнецов. И что касательно еще февраля. У нас в ночь с 13 на 14 Сатурн меняет знак, переходит в знак Овна и начинает благоприятно влиять на львов первой декады до мая месяца 2026 года. То есть все вопросы, связанные с юридическими сделками, с заключением брака, приобретение недвижимости. Эта история вся будет очень сильно классно работать у вас. У львов второй декады эта история начнет работать с мая по октябрь 2026 года. Поэтому здесь, дорогие, вы можете жениться, выйти замуж, получить новую должность, ответственную работу. Львы первой и второй декады. У львов третьей декады Сатурн будет делать вам гармоничный аспект с начала 2027 года. Сейчас точно не упомню, то ли с февраля, то ли с апреля. То есть и вот такая история, и будут львы третьей декады тоже. Поэтому прекрасно понимаете, что если у вас сейчас львы третьей декады в жизни все вообще неустойчиво, то это момент временный. Уйдет Уран, и будет у вас все отлично, будет у вас все нормально. Сейчас просто вот эти качели для того, чтобы вы понимали, от чего же вы хотите в своей жизни. И здесь вот такой момент, нужно договариваться. У львов третьей декады момент в этом феврале нужно обязательно договариваться в любовных отношениях, в работе, в сделках, если у вас что-то идет не так, потому что на момент выхода Урана из ретроградного движения он находится в квадратурах к Венере и к Меркурию. То есть здесь захочется вот как-то так инфантильно все бросить и сказать: я устал, я ухожу, я ничего не хочу решать. История так себе, не надо так делать, потому что следом у нас, я уже сказала про Сатурн, и следом после Сатурна у нас включается коридор затмений. Да, вот как-то, знаете, никак хотелось бы вот так взять и перепрыгнуть. Нет, не получается, да. Коридор затмений с 17 февраля по 3 марта 2026 года. Начинается он у нас на растущем лунном цикле. Это новолуние в Водолее. Кто это прочувствует? Ох, очень сильно это прочувствуют львы третьей декады, потому что это будет в третьей декаде Водолея. Но я не могу сказать, что другие декады львов, они как-то будут незамечены. То есть суть, чтобы вы понимали, да, что вот как-то, может быть, я пугаю, но суть любого коридора затмения, что это, во-первых, очень эмоциональный период. Очень эмоциональный период. И мы иногда перебарщиваем со своими эмоциями. Так вот, у львов первой декады эта эмоция будет связана через Плутон. То есть, опять же, будет здесь такое внутреннее чувство, что я устал, что я устала, что я больше не могу там держать эти отношения, что я не могу как-то вот здесь. И работа меня уже тоже не радует. Все что угодно может быть здесь, да, потому что обычно как коридор затмений мы встречаем, так мы его проводим и заканчиваем. Но если мы начинаем его на аспектах, ну, то есть Солнце с Луной, да, ваши управители в Водолее и в квадратуре к Урану, это абсолютно неустойчивая, нестабильная система. Но закончится у нас коридор затмений 3 марта полнолунием в Деве. Ну, львы прекрасно понимают, какой знак Девы, да, то есть вообще не очень веселый по сравнению с львами. Поэтому здесь это четкость, это честность, это та правда, которая нам не нравится, которую мы не любим. И не хотелось бы, да, мне, чтобы львы первой, второй, третьей декады свои эмоции вот так распыляли в этот коридор затмений. Основная волшебная таблетка на этот коридор затмений – это постараться придерживаться стабильности, потому что качели Урана,
останавливает только второй его управитель, это Сатурн, да. И это такая история, когда у львов первой декады будет эта история хорошо работать, потому что Сатурн уже светит, Сатурн уже говорит, что нужна стабильность, что нужно понимать по-взрослому, куда мы все-таки идем, и это будет способствовать росту, то есть не будет желания что-то бросить и обнулить, потому что аспекты на начало коридор затмений нам всем будут говорить, и не только львам, у многих, почти у всех знаков зодиака и у всех декад нестабильный коридор затмений. Вот так, дорогие, складывается. Понимаете, я о чем говорю? Поэтому здесь тоже понимаете, что не просто вы можете быть нестабильны, да, ну, например, у львов второй декады как-то попроще будет коридор затмений проходить. Вообще реально проще. Вообще без такого надрыва. Вообще не на таких эмоциях. Здесь главное не агрессировать, потому что Марс на начало коридор затмений еще во второй декаде Водолея, но он все-таки укатывается уже все в третью декаду, и эта агрессия достанется львам третьей декады. Понимаете, о чем говорю? То есть у львов второй декады попроще будет коридор затмений. Не такой мощный, не такой эмоциональный. У львов первой декады и третьей это такие мощные истории будут, да, с учетом того, что вот этот Уран будет влиять на львов третьей декады, и здесь захочется вообще уйти в закат, в этот коридор затмений. Но опять же, хочу сказать, что здесь очень хороший аспект для того, чтобы договориться. Для того, чтобы договориться, и ни в коем случае не бросайте свои дела, которые вы наметили раньше, работа, бизнес, не уходите в легкие покупки, потому что захочется в феврале очень сильно много тратить. Вообще такой вывод по февралю, да, если можно сказать. Сейчас скажете, а что же делать в феврале? Вообще февраль это не тот месяц, когда я бы вам советовала делать какие-то большие мощные покупки, легкие такие. Если это приобретение недвижимости, вообще нормально. То есть очень хорошая проработка всех нестабильных аспектов – это приобретение таких вещей, которые максимально стабильны, которые перекрывают нестабильность аспектов. Да? То есть да, это будет непросто, например, что-то будет идти не так, техника сбоить, условия договора будут не те, но нужно менять. Нужно читать, нужно внимательно в этом разбираться. Почему? Потому что у нас еще с 26 февраля мы не просили, но он к нам пришел, ретроградный Меркурий в рыбах. Понимаете, да? Очень хороший аспект для литераторов, вообще неудачный аспект для приобретения какой-нибудь недвижимости, для нахождения там каких-либо ошибок и тому подобное, да? Очень хороший аспект для того, чтобы эмигрировать, подготавливать документы на заграницу, всякие паспорта, визы и тому подобное, потому что Меркурий еще будет в потрясающем аспекте с Юпитером. Но не очень история для того, чтобы, например, заключать брачный контракт в том числе, да, потому что история нестабильная. История жениться тоже не совсем стабильная и выходить замуж. Поэтому если кто-то собрался в феврале на День Валентина или чуточку позже выходить замуж, жениться, напишите в комментариях свою дату, время, место рождения, ваш вопрос. Вдруг у вас там множество других благоприятных аспектов преобладает вот над этим напряжением и свободолюбием этой транзитной карты, тогда вам, конечно, можно. А если нет, то тогда это будет всю жизнь, весь брак, работа в этих отношениях за стабильность, за понимание, за ответственность. Кому это надо? Никто не хочет работать над отношениями, поэтому, конечно же, брак либо семья, основанная вот на таких транзитах, это сложная история. Февраль у нас такой будет непростой. Вот такая история этого февраля. С 26 февраля по 20 марта у нас ретроградный Меркурий в рыбах. При всем при этом он гармоничный аспект с Юпитером в соединении с Венерой, поэтому все-таки должно получиться найти общий язык, договориться в сделках, в любовных отношениях, в работе, в деньгозарабатывании. Не могу сказать, что будет легко, потому что сам коридор затмений, уже повторяюсь, это эмоциональный период, и по большей части мы всегда с течением времени понимаем, что мы не справились не потому, что не могли, это было не в наших силах, а потому что большую часть времени выходили на эмоции.
Поэтому соберите эмоции в этом феврале и постарайтесь максимально честно и трезво посмотреть на свою жизнь. Не уходите в агрессию львы первой декады. Львы второй декады у вас попроще будет. Я даже не могу сказать, что на вас тут так будет очень сильно влиять. Нет у вас таких аспектов, только если через Уран. Просто вот так захочется как-то потусоваться, легкости, уйти от какой-то ответственности, ничего не делать. Если вы хотите запрограммировать себе отпуск, ну, сделайте это, если вы можете себе позволить. Не могу сказать, что он вас будет очень сильно радовать, только если вы переключите, очень сильно смените картинку, тогда да. То есть, если это будет у вас какое-то экстраординарное времяпрепровождение, тогда да, тогда вам это понравится. Львы третьей декады, для вас максимально силен будет этот коридор затмений, это новолуние, этот новый лунный цикл. Здесь, конечно же, понимаете, что до 19 марта у вас будет буря эмоций, львы третьей декады, потому что здесь Солнце и Луна на начало, конечно же, находятся в квадратуре с Ураном, который и так делает напряженный аспект к Солнцу львов третьей декады. Поэтому здесь ощущение пересмотра своего внутреннего «я», смотрите на свои чувства, на свою реальность, на свою жизнь, понимаете, то, что применимо к одному человеку, совершенно не может быть применимо к другому человеку. Ребят, я рассказываю гороскоп для каждой декады, то есть 30 градусов, поделенный на 3 отрезка. Понимаете, да, что, например, если этот гороскоп посмотрят 3000 человек и по 1000 человек с каждой декады, вы же прекрасно понимаете, что не может 100% у 1000 человек одинаково сходиться цели, желания, мировоззрения, приоритеты в жизни. Вы же это тоже понимаете, как взрослый, зрелый человек. Поэтому будьте ответственны к тому, что это общий гороскоп. Я бы, конечно, могла пойти по легкой, просто рассказать для всех львов и все сэкономить просто гору своего времени, но вы же понимаете, тогда вообще все будет не сходиться. Но так у нас есть какой-то примерный разброс. И здесь это тоже четко понимаете, что львы третьей декады у вас такой мощный коридор затмений, который, между прочим, очень сильно вы почувствуете в августе 2026 года. В августе 2026 года уже кармические узлы перейдут в третью декаду льва, и с 12 по 28 августа у нас будет коридор затмений, и для львов третьей декады это будет как раз-таки разворот всех этих событий, которые случатся в этом феврале. Вот такая история, понимаете, по февралю максимально держимся на своих целях, на своих желаниях, на своих приоритетах, смотрим в будущее, но при этом мы ориентируемся на свою реальность. Это я сейчас всем львам говорю. Понимаете, о чем, да? И заканчивается у нас коридор затмений 3 марта, полнолуние в Деве, четкое, такое ясное, можно сказать, понятное, но коридор затмений заканчивается в очень гармоничных аспектах с Юпитером, поэтому здесь львы, я в вас верю, у вас все должно получиться, и для вас этот февраль будет большим толчком, скачком в развитии вперед. Очень сильно, очень ярко и очень интересно у вас должно получаться. Львы первой декады для вас заканчивается вот такой прогон Лилит. Вы столкнетесь, скорее всего, по итогу коридора затмения со своими страхами, страхами своей карьеры, страхом зарабатывать большие деньги, в том числе страхом занимать какую-то должность, быть важным человеком, либо почему у вас не получается этого достичь, да. Кто-то может столкнется со своим внутренним нарциссом, со своей гордыней, и эта история тоже очень хорошая. Нужно к этому прийти. Как говорится, когда мы признаем все свои страхи и фобии, мы знаем, куда идем и в каком направлении движемся. Львы второй декады, у вас движение только в развитии, только ярче, только интереснее, только стабильнее. Никаких остановок. Хотите переехать, улучшить качество своей жизни, работа, растите в ней, поднимайте свои компетенции. Если командировка, езжайте. Если хочется за границу, тоже хорошая история у львов второй декады. И таким будет, понимаете, март будет у каждого таким, каким мы его построим. Если же мы в феврале уходим в эмоциональный фон и не собираемся, тогда мы тратим весь свой март на свой эмоциональный фон, на свое эмоциональное состояние. Вопрос, зачем тратить целый месяц на вот такие истории, когда можно с этим разобраться в феврале, все четко понять, максимально разложить в своей голове и пойти дальше.
У львов второй декады потрясающая история движения в рост вперед через Юпитер в гармоничном аспекте к Солнцу и Луне. У львов третьей декады здесь история очень хорошо будет работать через Уран. Через Уран очень хорошая, важная история. Двигаться вперед, обнулять все свои пережитки прошлого, все истории, которые не сходятся, идти в новое, развиваться для того, чтобы жизнь становилась только лучше. И вот мы в марте, а март у нас месяц на самом-то деле непростой. У нас в самом начале марта Марс входит в знак Рыбы, а это не совсем такое положение у Марса, когда мы можем что-то делать такое большое, сосредоточенное, мощное. Если, конечно же, у нас есть на это вдохновение, потому что когда Марс в рыбах, мы можем работать только по вдохновению. Тогда запланируйте себе такое что-то очень мотивирующее вас для того, чтобы вы работали. Хорошее время на самом деле для отдыха, хорошее время для романтических свиданий и гуляний. Могу сказать, что март хорошая для этого история, но здесь опять же Венера входит в соединение с Нептуном и с Сатурном. Очень трезво смотрите на эти отношения, которые у вас будут закручиваться новые, потому что Венера еще в очень гармоничном аспекте с Ураном, когда будет казаться, что это очень классная вечеринка, а по факту Венера-то у нас после будет в Овне без аспектов, в Овне, а в конце марта, если мы говорим про любовь, про отношения, в конце марта, вторая половина его, с середины марта, Венера у нас будет в квадратуре с Юпитером. А это аспект, когда мы противны, когда мы ворчливы, когда мы недовольны, и когда у нас как раз-таки рушатся все наши ожидания в этих отношениях. Поэтому, если вам хочется погулять, свидание, насладиться вот таким моментом, хорошо провести время, то начало марта хорошая история. Опять же, это очень хорошая история для заработка денег, например, по вдохновению в творческих профессиях потрясающе. Фотография, письмо, литература, написание своего хита, да, книгу бестселлера, все, что связано с творчеством, фото, видео, искусство, да, можете придумать сами, написание песен, все, что угодно, все, что связано с творчеством, либо работа по вдохновению, может, вы бизнесмен, но вы задумали какой-то потрясающий творческий проект, вложиться в рекламу, и это очень хорошая история в марте, между прочим. Вложиться в рекламу, дать хорошую такую рекламу о себе, красивую, яркую, творческую, интересную, будет очень хорошо складываться. Март вообще классный месяц для кооперации и договоров, потому что Меркурий будет идти по рыбам, и он будет в соединении с Солнцем, при всем при этом в квадратуре с Юпитером, да, и это такая классная, потрясающая история роста, движения вперед, скачка. То есть это львам и первой, и второй, и третьей декады, потому что ну, Юпитер делает аспект благоприятный к Солнцу. Про покупки, опять же, не скажу, что нужно делать какие-то покупки. Они могут быть эмоциональные в марте, но, опять же, у нас уже буквально с 6 марта Венера переходит в знак Овна в соединении с Нептуном и с Сатурном. Если хотите делать какие-то покупки, то только такие устоявшиеся, мощные для работы, например, для фундамента, для улучшения вашей жизни качества. Не просто вот такой, ох, хочу дорогое ожерелье, украшение или хочу себе красный автомобиль очень дорогой марки. Не буду говорить, чтобы не звучало как реклама, да, но вы меня поняли. Но зачем, когда нужно просто иметь автомобиль для того, чтобы он упрощал жизнь, облегчал ее, давал вам новый статус, это было продуктивно в вашей жизни, у вас складывалась по-другому работа, жизнь, то есть для улучшения качества жизни, либо это рабочий автомобиль, который будет приносить вам деньги, например, экономить много средств на доставке, да много чего, для чего нужен автомобиль. Понимаете, я о чем говорю, да? То есть в марте покупки только основательные. Если это автомобиль, то только который очень хорошо просчитан и нужен, максимально полезный. Да? Если это какие-то другие покупки, то какие-то инструменты для работы, новое обучение, в принципе, да. Хороший месяц для обучения, хороший месяц для продвижения себя. Это говорю сейчас львам всех декад. И хороший месяц для приобретения недвижимости 100% факт. Поэтому здесь будьте в своих силах, будьте в своем ресурсе, не позволяйте своим страхам вас тормозить.
паники вас тормозить, львы третьей декады. У львов первой декады, первую половину месяца не позволяйте страхом себя тормозить. У львов второй декады, к концу месяца Лилит во второй декаде Стрельца, не позволяйте на ближайшие несколько месяцев тормозить ваши страхи, ваши действия. Понимаете, о чем я говорю? И у нас 11 марта выходит из ретроградного движения Юпитер и начинает плавно двигаться к знаку Льва. И, опять же, до конца марта сохраняются все потрясающие тенденции от Юпитера к Солнцу, все аспекты, которые движут к развитию. Это очень такая хорошая история. Опять же, у нас Юпитер до 30 июня будет находиться в знаке Рака, 30 июня перейдет в знак зодиака Лев. Его здесь как раз-таки все прочувствуют, вы же спрашивали, когда же начнется год огненной, яркой лошади. Вот там. Юпитер, можно сказать, олицетворяет у нас лошадь, потому что управляет стрельцом. Поэтому здесь вот такая история начнется очень классный, потрясающий период в целый год для львов вообще всех декад. И да, следующее событие у нас 19 марта новолуние, начинается новый лунный цикл. Он у нас будет в рыбах. Следом у нас идет 20-21 марта включается астрономическая весна. Две даты, все зависит от того, в какой части планеты вы живете, в каком полушарии я имею в виду. А так могу сказать, что и март включается очень хорошо, потому что у нас следом буквально 20-21 Солнце переходит в первый градус Овна, у нас Венера идет по Овну, но опять же, 19 марта она в точной квадратуре с Юпитером, поэтому здесь помните, что я говорила про любовные отношения, если захочется ругаться, либо же тратить много денег по прихоти, либо что-то резко менять, постарайтесь немножечко подождать, пару денечков, потому что самый большой такой всплеск эмоций вот как раз-таки будет у нас 19, 20, 21 марта, когда будет казаться, что нам хочется всего много и сразу, и вот эту историю никуда будет не деть. Постарайтесь здесь как-то стабильнее провести эти даты для того, чтобы пойти дальше. Тогда могу сказать, что у нас и конец марта, и апрель будут очень такими гораздо ярче, чем февраль, по крайней мере. И если в целом говорить про март, то март для львов первой декады – это такой месяц очень интересный, будет продуктивный, будет яркий, потому что уже и Сатурн включится, передвинется почти, то есть на конец марта он уже будет в 4 градусе Овна, то есть там, и это история продуктивности, когда у львов первой декады включится такое внутреннее ощущение, мне хочется всего и сразу делать, сейчас, быстро. И это классная такая история будет этого марта. Поэтому, опять же, дорогие львы, первой декады не раскисайте в январе, в феврале уж тем более. В марте у вас будет очень множество возможностей, я их в этом гороскопе уже рассказала, повторяться не буду. У львов второй декады попроще будет зима, она не будет на таких виражах, но опять же, у львов второй декады март будет в гуляниях, свиданиях, прекрасных времяпровождения, то есть либо в увеличении ваших финансов, либо в тратах ваших финансов. Я все-таки за то, чтобы они улучшались. Помните, не делайте импульсивные покупки, делайте важные, полезные. Конечно, захочется делать какие-то яркие покупки. Почему бы и да, но прекрасно понимайте, что траты – это такая история, которая ляжет потом не очень хорошо. Но для того, чтобы свидания и гуляния складывались как надо у львов второй декады, будьте все-таки, поражайте своим интеллектом, поражайте своим настроением, и все-таки можно без великих каких-то таких мимолетных растрат в отношениях все-таки себя показать. Понимаете, я о чем говорю. Точно так же постарайтесь не испортить свою репутацию в этом марте, львы второй декады, в середине марта. Вот такая история. На конец марта уже все будет у вас стабильно, хорошо, нормально. Но опять же, если вы не запланируете себе на этот месяц ничего, то ничего такого большого, грандиозного происходить-то и не будет. Понимаете, я о чем говорю? Все всегда зависит от наших планов. И если вы запланируете себе достаточно много и начнете это внедрять в феврале,
то в марте у вас результат львы второй декады будет еще больше. То есть это нормально. А в апреле так там вообще просто будет гора всего того, что вы сделали. Это будет потрясающий результат, который вам будет очень сильно нравиться, понимаете? А в мае так еще больше Сатурн перейдет во вторую декаду Овна, и вы получите вообще в прямом смысле дивиденды всех своих усилий, а это финансовый эквивалент ваших сил, эмоций, действий и тому подобное. Понимаете, я о чем говорю? Это и в любовных отношениях, это в работе, в профессиональной сфере. Вот такая история. Львы третьей декады. Дорогие, у вас эта зима, она мощная. Она, во-первых, для того, чтобы изменить вашу жизнь. Я знаю, вы мне сейчас скажете, мы не просили об этом, да, но вот как-то в жизни складывается все так, что вот львы третьей декады, сейчас особенно те львы, которые близко к девам родились, что у вас максимально вот будет январь, февраль и март жизнь освобождать завалы прошлого. Для того, чтобы зашло нечто новое, гораздо приятное, интересное и радующее вас. Поэтому здесь, чем быстрее вы наведете порядок в своей жизни, тем быстрее у вас будет множество вариантов развития событий, и они будут потрясающие, классные, интересные. Вы ускоритесь в новое, вы начнете развиваться, вам будет это нравиться, вам будет нравиться своя свобода, вкус вашей свободы. А свобода заключается в том, что не обязательно выходить из брака, из семьи, из отношений для того, чтобы почувствовать себя свободным. Не обязательно увольняться с работы для того, чтобы почувствовать себя свободным. Нужно просто очертить свои границы для того, чтобы все понимали, что с вами так больше нельзя. Нужно перестать себя загонять и понять, чего же вы хотите, и пойти в эту жизнь, которую вы хотите. Но за вас это никто не сделает, дорогие львы третьей декады. Вот такая история. И все будет вот так вот меняться очень сильно, очень резко до тех пор, пока вы сами не решите, насколько ваша жизнь может обнулиться. Понимаете, я о чем говорю? Но все это для того, чтобы вы только повзрослели и стали тем человеком, которым вы хотите стать, потому что это на самом деле большая привилегия быть тем, кем мы являемся на самом деле. Дорогие, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающей зимы на самом-то деле. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. При этом оставляйте свою дату, время рождения, место рождения и ваш вопрос. Для того, чтобы я посмотрела именно вашу натальную и транзитную карту и дала совет именно вам, не общий совет, а именно вам, что и когда вам делать. Ну что, дорогие, спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем ролике и потрясающих вам решений. Пока-пока.